Всем привет! Меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как настроить выгрузку лидов из рекламного аккаунта Facebook в любой почтовый сервис через SMTP. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать новые лиды из Facebook в другие системы. Например, вы сможете производить отправку новых лидов из Facebook в любой почтовый сервис с помощью SMTP, для того, чтобы удобно хранить, обрабатывать и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Facebook. Далее необходимо указать действие. Если вы хотите получать данные по новым лидам, выбираем «Загрузить лиды». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Facebook к сервису Apex Drive. В этом окне вам необходимо указать логин и пароль личного кабинета Facebook. Далее переходим к дополнительным настройкам для того, чтобы настроить доступ к вашим рекламным страницам. На этом этапе вы видите список рекламных страниц, к которым у вас есть доступ. Для того, чтобы в будущем работать с ними, я рекомендую отметить галочкой сразу все страницы. Если у вас после подключения появится новая страница, вам необходимо будет выполнить переподключение вашего аккаунта Facebook к сервису Apex Drive, для того, чтобы выдать доступ к ней и иметь возможность выгружать с нее новые лиды. На этом этапе вам необходимо оставить включенными все галочки доступа. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо указать рекламную страницу, по которой вы хотите выгружать лиды. Если вы хотите получать данные сразу по всем рекламным формам, оставляем «Да» подключать все текущие и новые формы. Если вы хотите получать лиды по какой-то конкретной рекламной форме, выбираем «Нет» настроить формы индивидуально и отмечаем необходимую форму галочкой. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы видите данные по одному из ваших лидов. Если на этом этапе данных нет или отображается их пример, проверьте ваш админ доступ к рекламной странице, а также проверьте, запущена ли реклама и есть ли реальные лиды. Если нет, вы можете сгенерировать тестовый лид вручную через личный кабинет Facebook. После того, как у вас появится реальный лид или вы сгенерируете тестовый, нажмите «Загрузить тестовые данные из Facebook», и когда этот лид появится, кликаем «Далее». На этом настройка источника данных Facebook успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем SMTP. Далее необходимо указать действие «Отправить email». На этом этапе вам необходимо подключить ваш почтовый сервис к сервису Apex Drive. В этом окне вам необходимо заполнить сервер исходящей почты SMTP, а также тип соединения. Эти настройки вы можете уточнить у администратора вашей почты или в службе поддержки почтового сервиса. Для примера подключим почтовый сервис Укрнет. В справочной информации Укрнет указан почтовый сервис, а также порт. Копируем эти данные и вставляем в соответствующее поле в системе Apex Drive. Далее необходимо указать email подключаемого аккаунта. Теперь необходимо указать пароль. Это может быть просто пароль от почты, а в данном случае для Укрнет он генерируется дополнительно в настройках. Когда все необходимые поля заполнены, кликаем «Сохранить». Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо заполнить поля для отправки новых писем. В поле «Кому email» вы можете назначить переменную из Facebook, в которой содержится email пользователя. В этом случае письма будут отправляться каждому новому лиду из Facebook. Если вы хотите отправлять уведомления о новых лидах на свою почту, то в этом поле вам необходимо прописать ее вручную.
Далее заполняем поля «Тема» и «Тело письма». Для того, чтобы перейти на следующую строку, используйте Enter. Когда все необходимые поля заполнены, кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться на вашу почту при каждом новом лиде из Facebook. Если вас что-то не устраивает, кликните «Редактировать» и вернитесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в SMTP». После успешной отправки переходим в ваш почтовый сервис и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в сервис Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных SMTP успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!